Всем привет! Сегодня небольшое коротенькое видео по черенкованию петуньи. Петуньи у меня было в этом году очень много, но выбрала я для черенков всего 4 сорта. Это вот такой Blackberry, потом красный, это, по-моему, Рамблин. Сейчас уже у них неприглядный вид, потому что конец сентября. Вот такой сорт выберу. И хочу начеренковать вот такую петунью. Значит, что я делала с петуньями до черенкования? В конце августа я их обрезала для того, чтобы наросла новая поросль. Молоденькая, вот такая молоденькая поросль. И вот эти молоденькие отросточки буду черенковать. Одревесневевшие черенки, сейчас я вам хочу показать, для черенкования не годятся. Сейчас найду их, покажу, какие нельзя черенковать. Ну вот покажу на вот этой петунье. Вот этот уже череночек одревесневевший, поэтому он для черенкования не годится. Он уже вот ломается, сухой, подсушенный. Этот уже не годится. Вот такие вот толстые уже, такие уже не годятся. Должна быть молодая зеленая поросль. Еще расцвела у меня хризантемка. Хочу похвастаться вам. Смотрите, это Бранденсаун, по-моему, точно не помню, записано у меня есть. Смотрите, такая обалденная хризантемка. Беру кассеты для укоренения небольшие. Такой небольшой размерчик. Я не знаю, насколько этот размерчик. Ну, небольшой. Этого вполне хватит для того, чтобы... Такого размерчика вполне хватит для того, чтобы укоренить растения. Грунт у меня универсальный. Готовлю кассеты, просыпаю грунтом. Грунт универсальный, легкий, покупной. В свой грунт, в садовый, я никогда не пересаживаю растения, потому что все-таки своя садовая земля, она такая плотная, и растениям будет тяжело прижиться. Этот грунт, купленный в магазине, уже он такой легкий, с микро- и макроэлементами, простерилизованный, поэтому заморачиваться особо с ним не нужно. Поэтому всю рассаду, которая у меня есть, я всегда черенкую только в покупном грунте. Также высаживая семена только на рассаду, только в покупной грунт. Так, набрала. Вот смотрите, набрала кассету, немножечко придавливаю. Так. И начинаю обрезать череночки. Так, это начинаем серия софистика. Вот такие маленькие, небольшие, зелененькие череночки. Вот примерно вот такой, смотрите, по размеру. Ну, примерно с пальчик, с мой череночек. Вот такой, смотрите. Обязательно, если есть цветок, его нужно будет удалить, чтобы при прорастании корней этот цветок не тянул на себя лишнее питание. Так, черенки я обрезала. Это маточное растение, это будет маточное растение. Я его не удаляю, не ликвидирую. Просто оно остается стоять в доме и будет цвести, пока ему будет срок. Это будет маточное растение. Может, еще когда-нибудь с него нарежу череночки. Оставляю в доме, потому что сегодня у нас обещают заморозки. И заморозки очень сильные, до 3 градусов. Поэтому все растения, которые я хочу сохранить, я их буду сегодня заносить в дом, черенковать и так далее. Так, что делаем дальше с череночками? Нарезали вот такие череночки, примерно с палец. Обрезаем все нижние листики. Оставляем только макушечку для фотосинтеза. И вот здесь, смотрите, на череночке
уже есть завязь для новых цветов. Вот эту завязь тоже удаляем. Потому что она нам сейчас не нужна. Нам нужно корнеобразование. И лишние листики, лишние завязи для цветов, они будут все время тянуть на себя питание. Корни будут слабо образовываться. Вот оставила я вот такой череночек с 2 листиками. Для фотосинтеза этих листиков будет достаточно. Даже их можно немножко вот так обрезать напополам. Вот такой череночек. Вот смотрите. Кассету с грунтом хорошо проливаю, чтобы была очень такая влажная, чтобы влажный грунт был. Вот. Такой влажный. Не бойтесь, лишняя вода выйдет через отверстия дренажные. Останется то, что нужно растениям. Вот такой череночек, смотрите, уже есть бутончик с цветком. Обязательно этот бутончик вырезать. И вот еще один бутончик дополнительный, его тоже отрезаем. Оставляем только листики. Вот такой небольшой череночек с 3 листиками. Водичкой грунт пролили, водичка впиталась, хорошая влажная. Делаем отверстие во влажном грунте. Вмакиваем череночек в укоренитель. Укоренитель может быть разный. Корневин, гетероауксин. Укоренитель просто называется. Вот примерно вот так. И вставляем в грунт и прижимаем, чтобы плотненько прижато, чтобы не было пустот вокруг стебелечка. Вмакиваем, вставляем и очень хорошо прижимаем, чтобы не было образования воздуха вокруг всего растения. Как только увидите, что растение принялось, подкармливать его сейчас ничем не нужно. Корневин, он даст подкормку, который вы вмакиваете растение, он даст подкормку на начальных стадиях прорастания. Позже, когда вы увидите, что растение уже принялось, будет видно, что петуния выпускает новые листочки. Это уже значит, что началось образование корней. Это образование корней заработало, дает новые побеги, новые листочки. Вот тогда, после пересадки в большую емкость, можно будет подкормить. И то не сразу, а пересадили в большую емкость. Прошло где-то неделя-полторы, чтобы растение прижилось в новой емкости. И после этого можно будет подкормить. Подкармливать удобрениями, в котором большое количество азота, для того, чтобы нарастала зеленая масса. Так как растение молоденькое, корни подкармливать комплексным удобрением, в котором есть и азот, калий, фосфор, потому что в молоденьком возрасте череночкам нужны все микро- и макроэлементы для прорастания корней, для нарастания зеленой массы. Все витаминчики им нужны. Поэтому комплексное удобрение с преобладающей долей азота. Азот помогает наращивать зеленую массу. С этого растения я уже черенки обрезала и ставлю на окно. Оно еще у меня подцветет, еще будет радовать, потому что сегодня ночной заморозок, и все растения, которые останутся на улице, они пропадут. Так, пересадила я свои череночки. Вот смотрите, что у меня получилось. Они такие сейчас маленькие, невзрачненькие. Но поверьте, из этих череночков будут в 2 раза лучше цветы, чем были в этом году у меня выращены из семян. Вот эти все петунии были выращены из семян, но на следующий сезон из вот этих череночков они будут вдвое лучше и красивее, чем были.
Значит, все, я их пересадила. Сейчас они очень невзрачненькие. И делаем парничок. Значит, если у вас большая формочка, большая побольше формочка, то что можно сделать? Воткнуть шпажечки по бокам, вот так, и просто накрыть пленочкой. Накрыть сверху, положить пленочку на шпажечки, и вот так будет парничок. Но так как у меня для рассады маленькая, она прекрасно поместится в пакетик. Взяла другой пакетик, потому что те слишком маленькие. И просто вставляю вот так. И делаю парничок. Температура должна быть стабильная, без перепадов, до 25 градусов. На солнечный яркий свет, на солнечное окно ставить не нужно, потому что они погорят от солнечного яркого света. Значит, у кого есть подсветка, еще лучше. Можно поставить под подсветку, и тогда корнеобразование будет быстрее и мощнее. Но у меня сейчас подсветка еще не подключена, поэтому будет стоять на свету, но не на ярком солнечном. Конденсат, если собирается конденсат, стряхивать, переворачивать мешочек, чтобы лишней влаги не было. Как только начали прорастать, вы увидите, появляются новые листики. Немножко подросли, можно пересаживать в большие емкости и уже не накрывать, парничок не делать. Парничок будет стоять до тех пор, пока не начнут расти новые листики и не образуется корнеобразование. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.